Количество камер видеонаблюдения в мире приближается к 2 миллиардам и продолжает расти. Камера, которая когда-то была атрибутом государства, стала доступна каждому человеку, был бы интернет. Камеры на улицах, камеры дома, камеры на машинах, камеры на дронах, камеры на шее у котов. Можно сказать, что это первый научно-фантастический прогноз, который сбылся в полном объеме и быстрее, чем предполагали фантасты. Фантасты, правда, настаивали, что видеонаблюдение — это плохо и что его будут навязывать сверху. Но пока все происходит строго наоборот. Люди покупают и устанавливают камеры добровольно и даже с удовольствием. А страдают от них в основном две категории существ – преступники и космические пришельцы. Сегодня мы поговорим о том, как это получилось. Начать можно вот с такой истории. В 1995 году в городе Питтсбурге случились 2 громких ограбления банков. Громкие они были не потому, что грабители много унесли. Сумма там была смешная, что-то около $5000. В истории они остались не поэтому, а потому что выглядели сюрреалистично. Дело было так. 2 грабителей средь бела дня заходят в отделение банка. Один из них достает пистолет, засовывает его в окошко кассы и говорит: «Деньги давай». Чисто Дикий Запад, с той разницей, что даже на Диком Западе, где-нибудь в глуши, бандиты носили маски. А тут все делалось с открытым лицом и широкой радостной улыбкой. Прямо под камерами. В 1995 году банки так уже никто не грабил. Дураков-то не было. Но в этом конкретном случае преступники были совершенно уверены, что их не поймают. Когда главного из 2 задерживали, он был искренне удивлен и повторял: «Что за дела? Я думал, лимонный сок работает». А выяснилось следующее. Организатор ограбления где-то читал, что в старину шпионы использовали невидимые чернила, сделанные из лимонного сока. «О, — подумал он, — значит, лимонный сок дает невидимость. Значит, можно вымазать им себе лицо, и камера в банке тебя не увидит. Да я просто гений преступного мира». Будущий грабитель был человеком рационально мыслящим, поэтому сначала, на всякий случай, поставил эксперимент. Он как следует натерся лимонным соком и сфотографировал себя на полароид. То ли пленка была плохая, то ли он промахнулся и голова просто не попала в кадр. Но на получившемся снимке его лица не было. До самого задержания он оставался в полной уверенности, что изобрел новый способ обманывать системы видеонаблюдения. Второй бандит поверил своему изобретательному коллеге на слово. Обоих опознали по записи с камер в банке, которые прекрасно сняли лица. Год спустя про этот случай прочел профессор психологии по фамилии Крюгер. Вместе со своим студентом по имени Даннинг он опубликовал работу, в которой описал так называемый эффект Даннинга-Крюгера. Это когда человек в каком-то вопросе некомпетентен до такой степени, что даже не способен посмотреть на себя со стороны и понять, насколько он некомпетентен. Но дело тут не только в глупости, хотя без нее, конечно, не обошлось. Банки случалось успешно грабить и более тупым людям. Но это раньше. А теперь видеонаблюдение уничтожает целые преступные профессии. Забавно, что этого никто не ожидал. Прогнозы обещали человечеству ровно обратное. Фантасты и философы во все времена любили пугать читателей камерами. Одна из главных страшилок романа 1984 – так называемые телекраны. Телекран установлен в квартире каждого жителя Оруэлловской Океании. Гражданину через него не только передают новости и пропаганду, но и следят, чтобы он делал зарядку и вовремя уходил на работу и не совершал ничего предосудительного. У Оруэлла такая перспектива казалась ужасающей. В чем-то писатели и фантасты оказались правы, в чем-то нет. Видеонаблюдение, как уличное, так и домашнее, всегда внедрялось не сверху, а снизу, при полном одобрении и даже энтузиазме простых граждан. Все крупные города мира, от Лондона до Пекина, сейчас покрыты тысячами камер. В США до половины всех домов и квартир в стране имеют хотя бы одну камеру наблюдения. Эти камеры жильцам никто не навязывал, они купили и установили их за собственные деньги. Изобретена система домашнего видеонаблюдения тоже не в секретном исследовательском институте тоталитарного правительства. Патент на нее принадлежит простой американской медсестре по имени Мари Ван Бриттон Браун и ее мужу Альберту Брауну, инженеру-электрику. В 1969-м они придумали и запатентовали довольно сложный механизм, который состоял из электрического замка и нескольких глазков с линзами, между которыми с помощью моторов могла двигаться камера, подключенная к
экрану где-то в квартире. Тут же была тревожная кнопка, с помощью которой можно было в одно нажатие связаться с полицией. Пресса была в полном восторге. А изобретательница в интервью особенно подчеркивала, что тревогу таким образом, в случае чего, может поднять даже хрупкая женщина. Пара жила в Нью-Йорке. В конце 70-х это был город брачный, и там такое было очень актуально. Сейчас одних только умных дверных звонков с камерами в США продается до 500 тысяч штук в год. Камеры на двери так распространены, что в крупных и даже мелких городах они с успехом дополняют традиционное уличное видеонаблюдение. А если учесть, что самые современные из дверных камер умеют распознавать лица, то скрыться от полиции в крупном американском городе теперь абсолютно невозможно. Статистика по всему миру говорит об одном и том же. Например, в тюрьме в американском штате Орегон местное телевидение опросило около сотни заключенных, отбывающих сроки за кражу со взломом. Все опрошенные специалисты в один голос сообщили, что главная сложность в их профессии – это домашнее видеонаблюдение. Большинство готово было вообще отказаться от кражи со взломом, если существовал риск наткнуться внутри на камеру. Такой же результат дали опросы, проведенные Университетом Северной Каролины. 500 респондентов заключенных назвали камеры основной проблемой в своей, так сказать, работе. Исследования в Чикаго показали, что 8 тысяч уличных камер в среднем снижает преступность в городе на 12%. Шведская полиция утверждает, что повсеместное видеонаблюдение снижает уровень преступности в стране на 20-25%. Причем это касается как мелкого хулиганства, так и серьезных правонарушений, которые совершают преступники-профессионалы. Британская полиция сообщает, что за прошлый год только в Лондоне камеры с распознаванием лиц дали больше 1000 задержаний опасных подозреваемых. Домашние камеры показывают не меньше удивительного. 21 миллион просмотров набрало видео американского актера Джо Каммингса, который после установки камеры обнаружил, что у него дома живет какая-то посторонняя женщина, скорее всего, фанатка. Актер обнаружил, что из холодильника начала пропадать еда, но подозревал свою девушку. Поставив камеру, он с ужасом увидел, как ночью из кладовки вылезает какая-то вообще посторонняя женщина. Приехавшая полиция выяснила, что, судя по всему, фанатка живет так уже несколько недель, выбираясь по ночам или когда хозяев нет дома. Случай редкий, но не исключительный. Примерно то же самое произошло на юге Японии. Там, в префектуре Кюсю, арестовали женщину, которая год прожила в чужом чулане. Владелец дома тоже начал что-то подозревать только после опустошения холодильника. Выяснилось, что бездомная женщина проникла внутрь через незапертую дверь, ну и как-то осталась. В чулане у нее был собственный матрас и другие пожитки. Вела она себя прилично, и если б не холодильник, владелец квартиры еще долго ни о чем бы не догадывался. В Азии эта тема актуальная. Например, в Корее в этом году задержали серийного похитителя женского нижнего белья, тоже благодаря домашним камерам. Вообще, если бы видеонаблюдение появилось раньше, история громких нераскрытых преступлений была бы гораздо менее разнообразной. Маньяки, загадочные исчезновения, похищения – все это раскрывалось бы в 2 счета. Сценаристы хорроров, мистических триллеров и детективов теперь регулярно отодвигают действия в прошлое. Ну какие тайны, если в каждой комнате по камере? Сплошная безопасность, покой и так далее. Детективного сюжета из этого не сделаешь. Еще одна категория загадок, сильно пострадавшая от распространения камер. Это инопланетяне и другие таинственные существа типа снежного человека и лохнесского чудовища. Число случаев столкновений с неведомым за последние десятилетия сократились в разы. Из последних громких случаев можно вспомнить так называемые Милуокские огни. В 2018 году над американским городом Милуоки в одноименном штате заметили некие огни, которые перемещались по хаотичным траекториям. Если бы дело происходило лет 20 назад, этот случай вошел бы в историю уфологии. Но, к сожалению, мы живем в скучное время, и местный телеканал с помощью дрона с камерой за полчаса выяснил, что это не огни, а чайки, от которых отражается свет уличных фонарей. Жизнь животных с появлением видеонаблюдения тоже перестала быть секретной. Появился, например, популярный жанр – жизнь домашних котов, когда на шею свободно гуляющему коту вешается камера, и дальше миллионы людей смотрят, как он занимается своими кошачьими делами. На эту тему есть шортсы, у которых за 200 миллионов просмотров. Людям подсматривать за домашними животными оказалось гораздо интереснее, чем за людьми.